Всем привет! Привет, а был ли трейлер? Я вроде как трейлер заливал. Видимо, не было, да? Так, окей. А, Давайте спланируем так. Сейчас мы пробежимся по вопросам, которые вы оставили. Параллельно будем смотреть на машину вблизи, в том плане, что какие-то технические моменты, которые на обзоре я, может быть, не должным образом не осветил. Вот, в том числе ваши вопросы. Там самые ключевые, это касается третьих осей и так далее. Окей? Слышно меня нормально? Привет. Так, похоже, я себя буду слушать на втором наушнике. Так, музычка вам. Чуть потише будет она. Не переживайте. Так, слышно меня хорошо, я так понимаю, да? Рябь, где рябь? Я понял, что за рябь, ребята. Сейчас все изменим. Сейчас ничего этого не будет, не переживайте. Это на самом деле не рябь, это контуры подсвечиваются для того, чтобы определять, где у нас фокус есть, а где его нету. Все, да? Так, я открываю ваши вопросы. Ну, смотрите, давайте еще раз по самой модели, чтобы было понятно. Спасибо за донат. Вот уже первый донат. Я сейчас обязательно отвечу на вопрос. Давайте на все платные вопросы обязательно отвечу. Смотрите, по самой модели что могу сказать? Конечно, она не идеальна. Косяки здесь есть. И тот факт, что здесь хрустит мост, это самое главное, да, то, что сейчас обнаружили блогеры, это, конечно, неприятно. Но надо вспомнить, что, в принципе, у любой модели какие-то косяки были. Просто какие-то, может быть, были не вот настолько, скажем, хрустящие, как здесь мост, да. Например, модель заваливалась, тот 93-98, он постоянно заваливался. То есть, либо Лего что делает? Либо они перестраховываются очень сильно, чтобы ничего не хрустело, ну и ничего не ехало толком, да, тот же 42099. Либо они строят вот, как эта модель такая, на грани, да, когда уже, ну, на грани риска они идут, вот наверняка сейчас уже там их бомбит, потому что модель хрустит, потому что там нет должной обвязки. А хотя мы не знаем, может быть они наоборот эту балку не обвязали должным образом, чтобы у нас эта балка отскакивала и была своего рода защитой. Так вот, модель действительно, да, этот косяк есть, но вот я не знаю, почему так это огорчает, потому что сами по себе наборы Лего, они уже, в принципе, как бы идут как комплект конструктор, да, то есть даже, мне кажется, наоборот, даже интересно, когда есть какие-то косяки, которые вы можете сами устранить. Конечно, ребенку, которому купят модель, ему будет непонятно, почему он должен доделывать, я согласен, но вот, например, взрослым фанатам Лего, мне кажется, это наоборот даже интересно, когда есть что модели исправить. Иначе бы, знаете, такие... Модель купили так, покатали, ну все на полку поставили, и не было бы хайпа, обсуждения и так далее. Ничего бы этого не было. Вопросы вижу. Вы, главное, не спамьте, ребята, потому что потом я по чату, мне будет сложно ваши вопросы интересные находить. Вот. Модель не идеальная. И вот, если у вас есть 42099, то эту модель, наверное, покупать не стоит. Потому что раздвижные карданы, их рано или поздно можно будет купить отдельно. Покрышки, покрышки, скажем так, не настолько они прямо там хорошие, чтобы ради них покупать модель, если вы, конечно, не отчаянный пурист. Потому что
Конкретно на эту модель есть очень много интересных колес, которые можно сюда поставить гораздо дешевле. То есть я вот говорил в обзоре, что RC-шная резина 1.55 стоит 1000 рублей, но нет, она стоит на самом деле даже дешевле. Вот эти колеса, которые узкие, которые больше сюда подходят, мне больше они понравились, они стоят вообще, по-моему, 600 рублей с доставкой за 4 колеса. Можно купить 2 комплекта, сделать шестиколесник с 2 запасками. Про шестиколесник сейчас отдельно поговорим. Вот, если у вас нету 42099, который, к слову, сейчас на AliExpress, в магазине, где продают официальное Лего, ну, это не официальный магазин, насколько я знаю, потому что то, что они там себя назвали Official Lego Store, это, по-моему, неправильно. Это, по-моему, не так, потому что они даже поменяли название сейчас. Но, тем не менее, наборы там оригинальные, и сейчас, по-моему, там набор продается за 8300 минус промокод, то есть, получается, с промокодом, по-моему, минус 800 рублей еще. Порядка 7500 можно купить сейчас 42099. Это реально хорошая цена. И брать его стоит в том случае, если у вас его нет, если у вас есть другое Лего, которое вы можете с этим набором совместить, потому что сам по себе тот внедорожник 99, там деталей реально мало. Вот, если у вас есть чем совместить, то смело берите лучше его. Вот, не стоит сейчас брать, тем более скидки сейчас не настолько хорошие, чтобы его можно было брать. Хотя, конечно, если тот же AliExpress сейчас сразу его выставит за полцены, как было с экскаватором, например, 20 или 21 номер, то есть если его сейчас выставят тысяч за 12, то почему бы не взять? За 12 можно взять. Еще раз, при условии, что у вас 99-го набора нету, может быть, имеет смысл сразу купить этот с хорошей скидкой, с размерной 99-му. Вот. У 99-го, в принципе, кроме того, что там меньше деталей, минус один, там дифференциалы старого типа, но которые, к слову, не мешают ему хорошо ездить. Еще отличие 99-го от этого набора в том, что там раздельный привод на оси идет. То есть один мотор питает переднюю ось, второй мотор питает заднюю ось. Честно говоря, я думал, что здесь будет то же самое. Когда модель показывали, я почему-то даже был уверен, что они сделают раздельный привод, чтобы, это просто безопаснее. По сути, получается 2 мотора, совокупная мощность всей машины получается та же, но при этом моторы четко разделены по осям. То есть на переднюю ось и на заднюю ось приходит момент, грубо говоря, разделенный пополам. Но в совокупности он суммируется. Если же вы делаете общий привод одной осью обе оси, то есть сразу 2 мотора парой, как здесь через дифференциал питаете сразу обе оси, то у вас момент остается тот же, но каждая ось, в общем-то, подключена к максимальному двойному крутящему моменту от 2 моторов. Минусы только в том, что если у вас стопорится одна ось, то у вас, в общем-то, стопорится, скорее всего, и вторая. Где такое было? До такого, по-моему, нигде не было еще, потому что все внедорожники до этого, такие нормальные, они были с раздельным приводом по осям. Кроме 70-го голубого грузовика, конечно, потому что там вообще, можно сказать, привода не было толкового. Вот. Такое вот отличие, поэтому эта модель хрустит. Если бы у нее был разделенный привод мотор вперед, мотор назад, она бы не хрустела однозначно. Моторы бы стопорились при упирании модели в стену. Но с другой стороны, если бы у вас одна ось где-то там вывешивалась, у вас бы, конечно, машина так хорошо бы не выезжала. Потому что одна ось с одним мотором, возможно, бы и не потянула ее. Но это надо проверять. В принципе, здесь ничего не мешает взять, просто сейчас дифференциал убрать и сделать раздельный привод. Чисто для эксперимента. Кто хочет, конечно. Я не хочу этим заниматься. Я понимаю, что на проходимости потеряет и в надежности вырастет. Вот. Сравнивайте, вижу, с 42043, абсолютно разные модели. Как и 42114, тоже модель совсем другая идеологически, и по деталям она, в общем-то, все равно есть у них там существенные изменения, различия. Вот, эта модель и 99-й набор, они в первую очередь ценны тем, что здесь есть планетарные редукторы, которые покупать отдельно дорого, потому что проще купить сразу ради планетарок один из этих 2 наборов. Это однозначно. Кстати, Милан, кто не видел, дизайнер этой модели стал собирать уже альтернативку, и, судя по всему, это будет Гелендваген. Так что, возможно, если у него получится сделать это хорошо, у вас будет повод купить эту модель для постройки Гелендвагена от самого Милана. Вот. То, что он сделает его классно, я не сомневаюсь. Кстати, в моем обзоре, если вы видели, смотрели до конца,
ссылка на обзор есть в описании к данному стриму. Я там в конце вставлял фотографию Гелендвагена пикапа, там сзади мотоцикл кроссовый стоял. Вот, мне кажется, подобный Гелендваген можно собрать, потому что на полноценную кабину здесь деталей, конечно же, не хватит у гелика, потому что мало здесь темно-серых деталей. А вот собрать гелик с одной кабиной и кузовом типа пикапа здесь вполне реально. Кстати, вот я сейчас приставлю сюда фары, и, в принципе, вы уже узнаете в этом облике гелик. Ну, давай стрим догоняй, а то я смотрю немножко с задержкой себя. Конечно же, ничего не видно далеко, да? Ну, короче, ладно. Тут есть круглые детали двух размеров. Есть большая круглая деталь, то есть большой гелик можно сделать. Есть маленькая круглая деталь. То есть у вас есть два варианта, как можно сделать Гелендваген из данного набора. И, кстати говоря, можно даже попробовать сделать какой-нибудь FG Cruiser с круглыми фарами. Я вот реально сегодня чесал репу и думал, а что бы из него альтернативку собрать, какую, потому что реально хочется что-нибудь попробовать из него собрать. Да, дизайнер этой модели тот чел, который собрал Defender. И который собрал 42059, кто помнит, или 69, это на гусеницах такой фиолетовый внедорожник. Так. Давайте по вопросам пройдем, может я потом еще раз вспомню. Ну то есть, моя точка зрения понятна, да, набор с косяками, но я в принципе не смотрю на наборы как на идеальный, готовый, не знаю, какой-то идеально проработанный набор, который сразу же сходу будет не ломаться. Мне кажется, это скучно. Скучно. Лучше все-таки покопаться, что-то доделать. Ну, да. По крайней мере, по технику, я считаю, так должно быть. Перехожу на вопросы, которые вы оставили мне во вкладке сообщества. Кстати, скетчи, которые я делал, вот эти вот сумасшедшие скетчи, понятно вообще было, о чем там была речь? Кто все эти люди были или нет? Напишите в чате. Напишите? Да, а пока вы пишете, кто были эти люди. Ладно, я, наверное, у себя на стене ВКонтакте напишу. На самом деле это были дизайнеры тех наборов, которые я показывал. Единственное, что я не вспомнил, кто дизайнер набора Volvo. Поэтому набор Volvo там стоял на столе один, без дизайнера. Да, голову помыл сегодня. Итак, да, это были Лего, глава Лего, ну не глава, может быть, а тот, кто согласовывает выход моделей. И, кстати говоря, чтобы говорить таким голосом, я там просто вот так вот ручку разбрал и говорил, кто не понял. Там был дизайнер 9398 и был дизайнер 42099, как вы поняли. И Милан Рейндл там был с этим грузовиком. И даже был Маркус Косман. А он был там с чем? Напомните мне. По-моему, с голубым грузовиком. А, нет. С голубым грузовиком это был не Маркус Косман, это был Уве. Уве был, да. Короче, Маркуса Космана не удалось косплеить. Ну ладно. Так, давайте, я вопросы обещал. Наверное, имеет смысл открыть сейчас вкладку «Вопросы». Так, давайте, сейчас прямо открою. Все, вы увидите сами все вопросы.
Так, пошлите по вашим вопросам. Вы мне 42 вопроса накидали. Много. Так, я даже чат буду видеть здесь. Так, первый был у нас... Мы по новизне будем, да, сортировать? Первый был у нас, по-моему, там Никита. А, нет, не Никита. Хорошо, давай. Итак, какой он ресурсник? Насколько много полезных деталей, насколько много декоративных деталей? Ну, смотрите, для меня декоративные детали это в первую очередь, наверное, фары, потому что когда строишь какую-то технику, автомобили из наборов лего-техник, этого часто не хватает. Вот здесь вот в части фар, как минимум, деталей очень много и круглые, как видите. Такие фары есть и такие, и очень много различных мелких деталей. В общем-то, если декор это фары, то этого здесь достаточно. Каких-то деталей, там решеток для радиаторов, там их тут, конечно, мало. Ну, то есть, понятно, да, декор это дело такое относительное. Для машин, в общем-то, здесь декор есть. Далее, как ресурсник он хорош именно для постройки автомобилей, грузовиков, реальных машин, просто машин с подвеской, да, потому что здесь, по-моему, то ли 10, то ли 12 рычагов. По-моему, их тут 12 рычагов вот этих вот однотипных. Правда, нет ступиц маленьких, ну, например, как на Dodge Charger для передней оси, но тем не менее. То есть, здесь даже учитывая, что тут есть 3 L-мотора, можно строить не только внедорожники, можно строить обычную там заднеприводную машину. Хорошо, конечно, добавить сюда какие-то обычные ступицы, ну, либо делать вообще модель без ступиц, то есть через какие-то коннекторы и на оси крепить колеса, это, в принципе, тоже возможно. Вот. Много здесь шестеренок, деталей коробок передач, тут целых 2 оранжевые муфты, дифференциалов много, то есть можно даже строить не машину, а пробовать строить какие-то шасси там с разными конфигурациями привода, полный, задний, с диффами, без диффов. То есть деталей для шасси, для трансмиссии моделей очень много. Для подвески тоже много. Для строительной техники здесь деталей, в общем-то, нет. Потому что ни актуаторов, ни пневматики, там, нет червяков каких-то, да, поворотных столов. Ничего этого нет. То есть это просто заготовка под грузовик или просто под какую-то машину. Ну, типа Гелендвагена. Вот. Соотношение цена-качество. Ну, мне кажется, все модели, они примерно вот по соотношению цена-качество одинаковые. Точнее, по соотношению цена-содержимое. Я, в принципе, в обзоре делал табличку большую, где сравнивал этот набор с 99-м набором, с внедорожником, с Volvo сравнивал. И вот там, если посмотреть, то, в принципе, как бы, ну, цена примерно оправдывает ассортимент деталей внутри. Другой вопрос, что многие смотрят сейчас на него как на щелкающий недотреальный грузовик, и поэтому такое может быть отношение. Плюс это все еще разбавляется высокой ценой начальной. Вот. Но в целом набор не лучше, не хуже многих других. Вот тот же 42099, хоть и вопрос проходимости там решили перестановкой шестеренок, но тем не менее, поначалу там тоже было очень много хейта, что он вообще непроходимый, что он клиренса нет, уродливый и так далее. То есть много чего про него говорили, а сейчас, пожалуйста, за 7500 на Алиэкспресс все покупают, наверное. Ну, все не все, но тем не менее, достаточно цена демократичная для такого ресурсника. Кому можно порекомендовать такой транспорт? У кого нету 99-го набора, можно порекомендовать, дождаться цен. Вот. Любителям машин, внедорожников, триальных машин. Но, опять же, не ждите, что он будет прямо идеальным триальным автомобилем, потому что многие самоделки гораздо проще построены, и при этом они ездят лучше. При должной доработке, покупке каких-то колес, там, я не знаю, у вас, в принципе, может получиться идеальный набор вместе с RC-колесами для постройки каких-то реальных машин. Вот, мне кажется, даже отсюда, если убрать все эти блокировки, сделать трансмиссию проще и прочнее, то у него, во-первых, повысится КПД, во-вторых, она будет легче и ломаться будет нечему. То есть, в принципе, тут задел, мне кажется, есть для постройки более прочной модели. Ну, то есть, из Мерседеса, грубо говоря, можно сделать Тойоту. Простую и надежную. Вот.
Идем дальше. Вроде подробно ответил, да? Сейчас давайте я вернусь, пока не забыл, к вопросу, который был от Unbrick.me, потому что он там мне даже донат, по-моему, кинул. Поэтому давайте сейчас найдем его и пойдем дальше. Так, интересно, а чат можно отмотать так далеко назад, чтобы увидеть вопрос? А, вот. Так, ну Unbrick.me, слушай, почему-то у меня ушел твой вопрос. Ты можешь его повторить просто без всяких, без всяких донатов, пожалуйста? Ты написал, какой вопрос мне больше нравится. Unbrick.me. Так, а за какой product placement? А, ну да. Мне бы еще за Авито занесли бы, было бы классно. Авито, Алиэкспресс, Тойота. Какой набор вам больше нравится, Зетрос или эвакуатор? Ну, скажу честно, пока эвакуатор я не собрал, но в принципе я понимаю, о чем этот набор. Это олдскульный техник набор. Даже олдскульный не потому, что он там где-то с 90-х годов там, да, сравнимый, а просто потому, что по функционалу там первоочередной это функционал. Хотя, конечно, по внешке он тоже довольно-таки симпатичный. У меня по внешке единственное, может быть, такое замечание к этому набору, что он слишком-слишком прямо яркий. Не знаю почему. Может быть, маркетологи посчитали, что он так на витрине будет выигрышно смотреться. Но вот если бы сделали его вообще каким-нибудь там, я не знаю, грузовиком из Терминатор 2, который гнался за молодым Джоном Коннором, вот просто был бы огонь. Но, конечно, такой франшизу они, наверное, не осилят. И Терминатор сразу, и вообще там насилия много. То есть, они несравнимые. Вот этот набор для игры, для постоянных каких-то улучшений, доделок, этот набор, мне кажется, просто вот его построить и кайфовать от того, как он функциональный, поставить его в коллекцию на полку. Или же разбирать и просто делать что-то свое. То есть он хороший ресурсник строительных машин. Но опять же, строительные машины это такое обширное понятие, что одним набором сложно обхватить весь перечень, весь обширный этот список машин, которые можно построить. Здесь вот что, ни ковшей, ничего нет. То есть в любом случае придется покупать какие-то мелкие наборы на ковши там или детали. И тогда можно строить что-то другое. Ну вот, что можно из него построить? Ну, конечно, можно из него сделать тягач. Просто убрав всю заднюю вот это вот нагромождение для эвакуатора. Не знаю, что можно еще сделать с него. Ну, можно сделать бескапотный грузовик, наверное, какой-нибудь. Можно сделать, наверное, просто эвакуатор, типа пикап, сзади тоже с такой же вот конструкцией, стрелой и так далее. Ну, то есть вот это совсем другой набор. Тут больше все-таки за обширные функции, за широкий функционал, за пневматику. Здесь актуаторов, по-моему, только штук 6, если я не ошибаюсь, малых. Ну и пневмоцилиндров 3. То есть можно построить кран какой-то, наверное. Вот. Но здесь, конечно, деталей, сколько там, 2000 с лишним деталей, он, конечно, по ассортименту очень хороший. Это вот, наверное, даже больше, знаете, для тех, кто любит именно строить машинки на ДУ. Потому что я знаю, есть ребята, которые любят собирать машинки управляемые. Вот, ну, как я, например, да, мне не нравится строить функциональные машины какие-то там, как Кириллу, да, он любит... механику, конечно, он не строит, но он любит строить. Привет всем, кто подсоединился. Так, Unbrick.me, по-моему, он наш. По-моему, он говорит на русском. Где Unbrick.me? Если на английском, то мне придется ему написать в личку, потому что сейчас я так быстро и обширно все не скажу на английском ему. Так. То есть, эта машина больше для постройки именно самоходных моделей, грузовиков, внедорожников, там, неважно. А та машина более обширная по функционалу, по количеству деталей, то есть из нее можно больше чего построить. Но нельзя, конечно, управляемые модели. Вот. То есть есть ребята, которые стройку любят, есть ребята, которые машинку любят. Все.
Да, Анбрик не ушел. Я потом напишу ему. Нет, он, по-моему, эмигрант наш. Ладно. Итак, давайте дальше вопросы. Читаю ваши. В какую сторону двигается Лего и стоит ли ждать все более копийные модели? Ну, на этот вопрос я, наверное, смогу ответить. Лего двигается в сторону коллабораций с другими компаниями, в сторону как раз вот копийных моделей, коллаборациями с компаниями-производителями машин, потому что это лучше продается. Очевидно, что сейчас нет практически уже игрушек no name. Все игрушки это какие-то там копии моделей, да, даже если образная копия, как с Лего, да, то все равно это копия. Поэтому Лего поняла эту фишку и сейчас вот идет по этому пути. Поэтому максимальное количество моделей, сейчас даже уже пулбеки вы видели, это коллаборация с Monster Jam. Поэтому я думаю, что все будет идти сюда. Другой вопрос, что качество моделей вряд ли от этого вырастет. Как вы видели, тот GG Wrangler это просто трэш, да? Просто трэш. Каким я вижу Лего через 10 лет? Ну вот, наверное, вот будет двигаться все сюда. Плюс, наверное, с мобильными устройствами будет все больше и больше это все дело сливаться. Хотя, конечно, что с мобильными устройствами? Посмотрите на эту модель. Без телефона это просто мертвая куча, вот, которая не едет даже по столу. Видите, колеса заблокированы. То есть реально моделью без телефона не поиграешь. И даже тот же 42070, если там коробка передач переключена в режим крана, машина свободно катается по столу. То есть колеса там не соединены с мотором. Не хватает там, конечно, еще хога. То есть машина будет, по сути, мануально-электрическая. Вот здесь уже без телефона никуда. Там можно было взять пульт, быстро-быстро, без настройки, без всякой поехать. Вот это, конечно, большой минус, что игрушка превращается в кирпич, если у вас нет под рукой гаджета. Изи Станиславский, у меня тоже вопросы к деталям и дальнейшему развитию принципа конструирования. Я вернулся в Лего из-за карантина спустя 20 лет. Трам-пам-пам-пам-пам. Куда будет двигаться инженерная мысль при выпуске моделей? Да, в общем-то, как я уже сказал, копийные модели, коллаборации, и все это будет ходить по кругу, потому что краны, экскаваторы, эвакуаторы, все это будет повторяться из года в год. Скажем так, с циклом, наверное, 4-5 лет. Единственное, что краны, наверное, будут выпускать уже в скором времени липхеры настоящие, ну, копийные. Это да, это возможно. Так. Можно ли из него сделать КамАЗ дакаровский, что вместо реальных качеств стал прямо скоростной попрыгушкой для пляжа? Ну давайте прикинем. Смотрите, если отсюда убрать... Давайте, кстати, я переключусь, может быть, уже на камеру, которая у меня верхняя. Меня ведь не обязательно уже видеть, согласитесь? Сейчас, извините. Ну, когда бабушка звонит, нельзя не ответить. Алло? Алло? Да? Да. Я могу перезвонить вам позже? У меня просто сейчас онлайн-трансляция. Хорошо? Угу. Хорошо, бабушка. Хорошо, бабуля. Бабушка помидорки предложила. Урожай забрать. Нельзя отказаться. Так, сейчас я переключусь вам на камеру сверху. Оп. Так. Так. Все видно, только даже опять видно лишнее, да, я так понимаю, всякая информация. Сейчас я быстренько ее хопс уберу, чтобы вам не видно было. Так. Все окей, нормально видно, да? Кстати, я могу еще лицо свое добавить сейчас, чтобы иногда мне можно было эмоции выражать. Вебка. Ух
какая она страшная, эта вебка у меня. Окей. О. Так, давайте, поехали. Вопросики. Привет, Анбрикми. Я на русском ответил, а потом парни мне сказали, что нужно было отвечать на английском. Но я помню, что ты по-русски говорил. Надеюсь, я ответил. Так, идем дальше, вопросики. Так вот, Дакаровский КамАЗ. Вот смотрите, здесь сейчас скорость модели уменьшена примерно в 5,5 раз. В 5,5 раз скорость модели уменьшена. То есть, если мы сейчас ставим сюда стандартные ступицы, то у нас как модель поедет? Интересно вам? Мне вот тоже интересно. Мне почему-то кажется, что мощности этих моторов хватит, чтобы она ехала нормально. Но вот посудите сами. Понижение здесь стоит. Вот если я беру, например, свой FJ Cruiser. Вот, беру FJ Cruiser. У него здесь стоят дифференциалы с понижением 20 на 28. И при этом прямая передача на XL мотор. XL мотор по оборотам он, конечно, меньше, чем вот этот мотор, который здесь, L-ка. Но здесь XL мотор тяговитее, при этом он один. Здесь у нас два мотора L, 300 с лишним оборотов. При этом колесики чуть побольше. Какого они размера-то у нас? 81-го. То есть я полагаю, что мы, если поставим сюда обычные ступицы, а я обязательно это попробую, это, наверное, первое, что я попробую в ближайшее время, она должна поехать. Тяги не будет, но она будет ехать более-менее быстро. Я не скажу, что будет скакать прямо по кочкам и так далее, но должна ехать. Вот прямо хочется попробовать, реально. Постоянно все ломается. Так. Здесь несложно, да. Назад ставится обычная ступица без поворотных деталей, а вперед ставится ступица с поворотным кулаком. Да прямо сегодня вот хочется попробовать даже поставить их. Ладно, давайте идем дальше. Дакаровский КамАЗ сделать можно. Прыгать он будет вряд ли, но по крайней мере по асфальту, по такой не очень сложной пересеченной поверхности вы скорее всего проедете по нему. Ну и конечно же пляж запрещен будет. Так, и кстати да, можно поставить бувиз, тогда с двумя этими моторами он поедет достаточно бодро. Но опять же без проходимости. Попробую, может быть, сегодня даже. Прощелкивающий задний диф. Ну вот смотрите, у меня, мы, наверное, подходим к тому, как я исправил задний дифференциал. Давайте сейчас покажу вам, что сделал я. Я не скажу, что у меня прямо ушли все хрусты. Но, по крайней мере, при подъеме вверх по 45 градусов, по 45-градусному подъему у меня уже больше ничего не хрустело. Смотрите, во-первых, что я сделал. Я добавил сюда еще одну шестерню. Вот этой шестеренки здесь не было. Здесь было примерно вот так. А здесь стоял просто коннектор черный с поперечной дыркой. Я сделал что? Я подвел привод красной шестеренки с двух сторон. То есть она у меня получается теперь... Вот, например, представьте, вот у нас круглый дифференциал. Так, надо что-то взять. Вот, представляете, это венец дифференциала. Я подвел шестеренку вот с этой стороны. И с этой стороны тоже шестеренку подвел. То есть у нас, по сути, они теперь оттолкнуться друг от друга вот так вот не могут. Потому что венец дифференциала корпуса, он с двух сторон зажат шестеренками на 12. Сейчас попробую снять. Похоже, придется разобрать мост сильнее. Вы не против, если я разберу его сейчас?
Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что у меня шестеренки все в зелени. Это просто я ездил по траве. И траву туда он засосало, заживало. Так, чтобы разобрать мост, нужно отцепить, по-моему, здесь отцепить амортизаторы. Да. Так, почти оторвал. Да соберу, куда деться. Мне. Вот он мост задний. Смотрите, что я сделал. Вот эта вот балка, она постоянно у нас отсюда ее выталкивала. Под нагрузку я вот так сюда выталкивала. И она теряла контакт, вот эта вот шестеренка теряла контакт вот с красным венцом. Кстати, посмотрите на износ. Я даже не знаю, это у меня что белое такое. Пластик или что? Так, фокус приди. Смотрите, сколько у меня тут белого добра. Да, жесткий контент, белый порошок на деталях Лего. Вот, видите, у меня там шестеренка еще одна стоит. И вот так вот я опускаю еще одну. Добавляю сюда вот эту шестеренку. И вот эту вот. Получается, у меня сейчас дифференциал вращается двумя шестеренками 12. Проблем я, еще раз говорю, не испытал. У меня все работает. Несмотря на то, что у меня несколько зубьев на венце, дифференциал уже подъедено. Где-то они были. Но это было как раз первые хрусты. Они у меня там подъелись. Да, вот вижу я мятые зубцы. Так, белый — это пыль пластика. Да, спасибо. Ребята, я вижу много вопросов про Алиэкспресс, там, про магазин. Мы вроде с вами договорились, что этот стрим будет конкретно по этой модели. Если я буду отвлекаться сейчас, то у нас будет не пойми что. Вот, ребята, вот так вот я решил свой вопрос. Потому что другие блогеры, тот же Racing Brick, я видел, что он делал укрепление немножко другого типа. Он делал просто лучший прижим вот этой вот балки. То есть он как-то эту балку там решил дополнительно стянуть. Вот эту балку. В эту балку он сильнее прижал. Я не вижу в этом прямо стопроцентного решения проблемы на самом деле, потому что зубья все равно, если даже мы их хорошо прижмем, все равно, скорее всего, там что-нибудь у нас сломается под нагрузкой. А если мы с двух сторон сейчас будем прижимать дифференциал, то вероятность уже ниже. В любом случае время покажет. Плюс я все равно собираюсь сделать еще несколько дополнительных тестов на бездорожье с колесами большего размера, а там нагрузка, естественно, будет выше. И более того, я хочу попробовать сюда сделать лифт. Вот смотрите, у нас дифференциалы, говорю, амортизаторы крепятся вот здесь вот. Мы, в принципе, нам ничего не мешает вот эти маленькие лифтармы, маленькие 1 на 2, в которые вставляется сюда сейчас ось, заменить на лифтармы 1 на 3, например, да, и поставить, соответственно, амортизаторы на 1 студ выше. То есть у нас, по сути, получается такой легкий лифт. Если у нас, сорян, в 99-м наборе было так, что там можно было шестеренки легко поменять, то здесь я допускаю, что лифт будет гораздо более легкой процедурой, чем замена шестеренок. Вот.
Вот. Для тех, кто не смотрел обзор, блокируется diff вот таким вот образом. Вот этот вал, он идет как раз от мотора, отвечающего за блокировку диффа. Вот, очень просто вот так вот. Эта муфта, она там блокирует diff. Вообще это удивительно. Lego давно уже сделала функцию блокировки диффа. Ну, не функцию, а предусмотрела в дифференциале еще первого поколения. Такой большой 4L, который... Еще там предусмотрела возможность блокировки, но ни в одном из наборов, насколько я помню, она этой функцией не воспользовалась. И это вот первый набор. Милан Рейндл набрался смелости и сделал все-таки блокировку дифференциала. Это на самом деле приятно. И на самом деле, знаете, вот на тех старых диффов блокировка была в принципе возможна, но учитывая, что там не было таких вот порталов планетарных с большим понижением 1 к 5, получается, что у нас привод к колесам был всегда с высоким крутящим моментом. Поэтому, наверное, только самые маленькие машинки, я не знаю, размером типа 56 мм колеса, могли, в принципе, переварить блокировку дифференциала без планетарок. То есть у нас с появлением планетарок появилась возможность очень сильно понизить крутящий момент на трансмиссии и сделать блокировку вот таким вот самым простым способом, который был заложен еще в дизайн деталей. Так, у нас сейчас сколько с вами? 128. Идем дальше, давайте по вопросам. То есть лифт здесь возможен. Для чего? В первую очередь для того, чтобы поставить колеса большего размера. Притом эти колеса еще вроде помещаются. Тут чуть меньше 95 мм. А мне бы хотелось испробовать здесь колеса большие, прямо вот огромные. Если вы обзор смотрели, там я ставил 120 мм колеса. Сейчас покажу их. Вот, я прямо вот на этих хочу поставить ее. То есть, типа вот так вот, только тут надо лифт делать, мне кажется, студа на 3 минимум, чтобы эти колеса поместились в арки и могли спокойно артикулировать. При этом еще, наверное, придется передний бампер частично разобрать. Вот, но можно, конечно, колеса и поменьше найти. Я, конечно, не хотел бы на колеса от 42.070 тракторные леговские сюда что-то делать, потому что толку в этом нет. Клиренс, конечно, увеличится, но хотелось бы, чтобы под большим весом модель действительно ехала, продавливая колеса. Вот. И, кстати говоря, эти колеса 1.9 одни из самых больших, поэтому можно найти поменьше и не хуже. Так, ну что, мост собираем или идем дальше? Привет всем. Прощелкивающий задний дифф. Вопрос у меня решен таким образом, я показал. Стоит ли покупать его как ресурсник? Я думаю, вначале я все сказал, в каких условиях он будет целесообразен, в каких нет. Что если вместо родного хаба поставить новый бувис? Он вышел, и я думаю, что это будет классно. Классно. Но задние укрепления заднего диффа могут не выдержать. Я думаю, что они даже не выдержат, поэтому именно в триальной модификации я бы не рискнул поставить туда бувис. Да, пожалуй, только в дакаровской модификации, которая будет ездить быстро наверняка. Да, уточку убирать не стоит, ты прав. Во внешке сильно потеряет. Кстати, бампер, здесь бампер легко снимается для тех, кто не в курсе. Вот таким вот образом он снялся, просто вот с туды. 4 пина. И вот впереди у нас торчат только вот крепления для бампера на раме. Все. Кстати, вот тяга Панара. Все. Уточку сохраним. Договорились. Так, ставим обратно. Мне, честно говоря, даже не хочется так делать обзор эвакуатора, как хочется больше по этой штуке позаниматься. Hello, Амар Шариф. We are talking about Mercedes-Benz. Интересуют варианты тюнинга на повышение скорости. Как минимум 2 варианта. Ну вот, в общем-то говоря, мы, да, проговорили сейчас про тюнинг, что у нас
поставить можно поставить можно бувис и нормальные обычные ступицы. И, кстати, можно посмотреть, есть ли здесь задел для того, чтобы поставить еще моторы. Ну, баги моторы я даже не знаю, есть ли смысл сюда ставить. Я бы, наверное, не стал бы. Вообще можно баги моторы поставить, но в этом случае вот эту всю коробку с блокировками дифференциалов, наверное, лучше убрать. А если так делать, то по сути вся модель переделывается. Вы знаете, если хотите построить реальную машину для Дакара, возьмите лучше вот кабину от Зетроса, от Аракса, и сделайте с ее помощью какой-нибудь себе дакаровский грузовик. Это, конечно, скетч. Я просто поставил кабину на шасси RM8, чтобы использовать ее в обзоре Зетроса. Так. Кстати, по заднему мосту, по второму мосту, я сегодня думал, можно ли поставить сюда точно такой же мост, чтобы у нас был грузовик трехосный. Ну вот смотрите. Вот так у нас это все крепится. То есть второй мост можно сделать как? Вот этот мост у нас в принципе гуляет параллельно, да? Параллельно раме, потому что он подвешен в двух плоскостях на многорычажку. В принципе, можно здесь вот через какой-то поворотный стол закрепить еще одну подобную конструкцию. Другой вопрос, что как туда передавать крутящий момент. Вот тут, конечно, непросто. Но опять же, смотрите. Вот у нас ведущие шестеренки. Если у нас точкой вращения моста будет вот эта дырочка, то мы, в принципе, можем сюда воткнуть еще одну шестерню. И вот здесь вывести вал и закрепить сюда второй такой мост. Но еще раз, я не знаю, можно ли будет сделать там блокировку дифа. Потому что если у нас будут вращаться два вот так вот моста, то нужно будет какой-то еще один соосный вал вести, чтобы у нас блокировка на второй мост шла. Либо делать второй вариант, подвешивать второй мост независимо здесь. Также вот на такие же рычаги, только, наверное, с задней стороны их подвешивать. В этом случае у нас мосты будут друг другу мешать не будут. И нужно будет с помощью вот этих вот карданов ввести где-то поверху еще один, скажем так, контур, еще одну плоскость, где будут проходить валы для привода и для блокировки. Вы знаете, если делать столько много осей, я бы на самом деле вообще бы убрал все блокировки, просто бы в центре бы убрал дифференциал и сделал бы хорошую артикуляцию осей. Для чего? Для того, чтобы у нас и без всяких блокировок хватало бы ходов, чтобы проходить препятствия. Вот смотрите, как выглядела бы модель с тремя осями. Вот, честно говоря, довольно длинная она получится. Даже если мы немножко мост сместим, как это вот на настоящей машине, там буквально, по-моему, сколько там сантиметров база? По-моему, там 50 миллиметров разница в колесной базе вот этой, между первой и второй осью. То есть мы, если делаем смещение небольшое и ставим вторую ось, смотрите, она какая длинная получается. То есть у нас она и так маневренностью никакая, угол поворота огромный. Мы ставим еще одну ось, у нас машина удлиняется, и она еще менее маневренная становится. Это получается вообще просто внедорожник для езды по прямым каким-то дорогам, по прямой. Не знаю, я бы не стал так перегружать модель. Если только кардинально сокращать колесную базу и делать его примерно вот такой вот длины. Вот в этом случае вроде бы неплохо. Так, фокус, я так понимаю, есть, да? Но мне больше сейчас, еще раз говорю, интереснее идея с лифтом. Я бы хотел просто... И знаете, почему еще идея с лифтом, она легкая? Потому что мы меняем, просто поднимаем точку крепления амортизатора в этом месте. Или же наоборот, на раме опускаем крепление амортизатора на два студа. И, наверное, я бы вот эти рычаги тоже бы немножко... Либо здесь их поднял бы, эту точку крепления рычагов вверх на два студа, либо здесь опустил. Для чего? Это для того, чтобы нам не пришлось рычаги вот из такого положения вот в такое уводить, чтобы у нас дотягивался до оси, грубо говоря, рычаг. В таком варианте, конечно, бы мост работать не будет. Проще просто вот эту точку поменять или здесь опустить. А что касается
приводов, то в принципе им ничего не грозит, потому что... Алло, я могу перезвонить? Могу перезвонить, я сейчас занят. Давай, пока, сын. То есть с раздвижными карданами у нас вопрос привода вообще в принципе здесь не стоит. Главное закрепить мост в нужном положении. Так. Ну вот. Еще и ось подруливающая. Шикарно. Вы знаете, спаренный мягкий аморт, я знаю, что они в паре мягче все равно, чем одна жесткая стойка. Надо попробовать. Спасибо за предложение. Я когда буду делать лифт, я, наверное, попробую. Давайте сделаем дальше вопросы. Можно ли построить его самому из существующих деталей в другом цвете, например? На Rebrickable пока списка деталей не подвезли. Почему бы нет? Единственная проблема это, конечно, раздвижные карданы. Но они здесь, честно скажу, не настолько сильно раздвижные, что их нельзя заменить ничем. Я бы попробовал собрать его даже, наверное, на тех карданах, которые раньше были раздвижные первого поколения. Они, конечно, слабые, но учитывая, что здесь планетарки, здесь крутящий момент такой не очень высокий на этих карданах, можно попробовать. Если не пойдет, то сделать кардан разборный. Раздвижной разборный. Ну, такие конструкции старые еще есть. Я в обзоре, кстати, тоже это использовал, показывал. Не, кастомный амортизатор я не рассматриваю. Так. Что касается электрики, то его можно собрать даже на Power Functions, потому что здесь нет сложных функций, где нужно поворачивать вал мотора на определенный угол. Та же блокировка здесь это просто вращение мотора, там буквально он там секунду, наверное, вращается. Я даже не знаю, как его запрограммировали, но просто PF это все осилит точно так же. Может быть, даже рулевая будет работать лучше, потому что сервомотор рулевой PF, он мощнее, он как-то лучше вращает. Здесь, кстати, не доворачивает очень сильно ось, когда колеса как-то заблокированы на препятствие. Вот. Колеса можно другие использовать. Вот вопрос только в раздвижных карданах получается. Можно нарастить третий мост с блокировкой, я об этом сейчас сказал. С блокировкой, наверное, сложнее, но без блокировки нарастить можно. И даже можно просто сделать один спаренный задний мост, поворачивающийся друг относительно друга на поворотном столе. Ну, то есть вторая, третья ось поворотным столом можно просто закрепить. Самые максимально большие колеса, которые я сюда поставил без доработок, это вот 90 мм. Плюс в том, что они и узкие. Сейчас покажу. Вот эти колеса, во-первых, они узкие, они, вот это расстояние у них, ширина небольшая. А во-вторых, у них диаметр оптимальный. Если мы ставим чуть побольше, например, вот эти вот, они уже за счет того, что они чуть больше в диаметре, 95 вместо 90, и чуть шире, они уже лесенку цепляют. Ну и при сжатии подвески они могут при повороте цеплять тоже там немножко раму. Но не критично, не критично. Проще только лесенки убрать, остальное вообще ничего не трогать. Недорогой набор подвески, тяги, ступицы нужны. Бери багги на Алиэкспрессе. Либо бери Dodge Charger, он на Алиэкспрессе тоже примерно столько стоит, сколько багги. Если электрика не нужна, лучше возьми Dodge Charger. На Али, по-моему, он есть, да. Ну или дождись Ford Raptor. Вот. Так, следующий вопрос. Действительно ли Лего испортили обычные пины? Вот хороший вопрос, давайте посмотрим. Я просто это не заметил, честно говоря. Не знаю, хорошо ли это плохо. Наверное, это хорошо для Лего, что народ не замечает этого. Но с другой стороны, Кир, у него руки набиты больше, чем у меня, потому что он собирает больше. Он, соответственно, заметил тот факт, что пины стали вставляться хуже, типа не защелкиваются. Ему, конечно, это было заметно. Давайте сейчас возьму пин старый, новый, и мы проверим вместе с вами. Так. Колеса от Defender здесь будут стрёмно, честно. Вот это пин старый. Возьмем оранжевую балку. И сейчас вытащим откуда-нибудь новый пин. Прямо отсюда.
Ну давайте. Кто будет жертвой? Вот. Давайте посмотрим, какая разница между ними. Вот это пин старый, это пин новый. Я не уверен, что по артикулам они отличаются, но по внешности они изменились. Вот здесь есть щель в середине. Сейчас фокус придет. Видите, тут есть щель. Тут этой щели нет. То, что говорил Кира, не защелкивается, давайте сейчас проверим. Ну, такого щелчка, конечно, нет. Да, я слышу, что щелчка нету. Хотя я чувствую, что в конце пин немножко расширяется и раздвигается в стороны. Да, он немножко в канавку уходит. Это определенно есть. Старый пин. Щелчок слышно? Ощущается он. Но... Да, наребриковал пины разных артикулов. Хорошо. Но смотрите... Держатся крепче старые пины. Новые. Новый как будто бы немножко мягче даже. Вот просто если вот так вот его сжимаешь. Да, это держится туже. Но вы знаете, есть такое предположение, что это могло быть сделано для того, чтобы было легче собирать детям. Потому что, ну, реально, вот он достается не так уж легко. Один-два пина ничего, но если речь идет о большой модели, это, конечно, сложнее. Но вот смотрите, я сейчас вот этот новый пин пытаюсь доставать, и когда его обхватываешь руками, вот так вот сжимаешь, он как будто бы легко сжимается, и из рук сильнее выскользает. Вот он реально даже скользит в руках сильнее, чем старый. Старый он такой какой-то, вот знаете, матовый как будто бы, а новый как будто бы глянцевый. И вот даже когда достаешь вот этот пин, чувствуется, что он скользит в руке. Но это да. Вот Razer подтверждает, что после сборки больших моделей с новыми пинами пальцы не болят. Я думаю, что дело именно в этом, потому что Lego больше за то, чтобы их модели было проще собирать всем. И новичкам, и старичкам, и так далее. Ну вот, я подтверждаю, что черные пины, они стали хуже. Что касается синих, я думаю, с синими та же самая ситуация. Сейчас нам нужно где-то синий пин вытащить. Это, конечно, уже непросто. Потому что здесь... Куда подлезть-то, не знаю даже. Слушайте, можно я синий пин не буду собирать? Unbrick мне спасибо еще раз. Не стоило так часто, я ведь не расплачусь потом. Так, давайте синий пин достану, хорошо. И вот, достала пин старый, точнее новый. И когда я его доставал, он в руках прямо реально скользил. Щелчок, смотрим. Щелчка нет. Пазы расширяются, в канавку входят, но щелчка нет. Вот рядом будет старый, новый. Ну да, он скользит в руках даже. Этот прямо, знаете, если бы сейчас эти два пина здесь были бы, я бы, наверное, сказал, что один из них китайский. Только я не знаю, какой из них китайский был бы. Но мне определенно, конечно, больше нравится, когда они плотно сидят. Как в старых
Новые прям уж очень слабые. И, честно говоря, даже не знаю, как сейчас эти пины будут продаваться на вторичке. Народ реально будет, наверное, искать сейчас в магазинах именно старые пины. И, похоже, это нужно будет учесть при продаже. Ну что, все плохо. Пора переходить на альтернативные источники удовольствия. Лего уже не то. Да, мягкие пины будут сломать сложнее. Так, давайте дальше идем, да, с вами? Я поломал тут немножко модель уже, а нам еще нужно дальше посмотреть. Так. Как на нем смотрятся колеса от погрузчика Volvo? В обзоре это есть. Для тех, кто не смотрел обзор, там есть в обзоре подробно прямо в описании ссылки на все пункты видео, на все разделы, в том числе на раздел, где я примеряю колеса. Как эти колеса я примеряю на разные модели, так и сюда я примеряю колеса от разных наборов и разные RC колеса. Вот еще пропустил я Никиту Акатова. Два вопроса. По скорости, по ровной поверхности или просто в цифрах? Какая скорость примерно? Ну, он медленный, он просто медленный. Я вот даже скорость не скажу тебе, но скажу так, играть им просто вот дома без препятствий очень скучно. То есть удел этой модели, в обзоре этого не сказал, потому что многие, кто впервые, может быть, увидят подобную реальную машину, они скажут, что за унылая игра, вот кому это реально будет интересно. А интересно это будет реально в случаях, когда вы делаете препятствия и пытаетесь их проходить. То есть проходить при этом не ходом, а выбирая оптимальный маршрут для того, чтобы у вас все колеса сохраняли контакт с землей, и вы просто вот проезжали препятствия, грамотно выбирая маршрут. Вот в этом и есть суть всех триальных игрушек. Это же самое касается и самоделок триальных, которые делают фанаты Лего. То есть там даже несмотря на то, что мощность выше, все равно нужно выбирать маршрут. Так, next question. Колеса от 42.099 попросят поставить. Анбрик, мне давай сейчас я соберу его обратно, и я покажу тебе колеса от 99. Хотя, конечно, в обзоре я это показывал. Сейчас, давай, когда мы вернемся обратно, я покажу. Так, вопросы дальше. Так. Поместится ли Лего человечек туда? Вопрос такой был. Ну вот смотрите, здесь у меня сейчас сидят человечки, тоже Лего, но не техник, а называется серия Бельвиль. Бельвиль это чуть-чуть большего размера человечки, буквально может быть на пару студов ростом больше. Ну вот этот человечек здесь, мне кажется, сидит прямо хорошо. Может быть даже по масштабу один прямо в один сюда он. Но, конечно, важно его крепить. Вот техник человечек, он будет здесь болтаться. А вот человечки вот этой серии, у них руки, они защелкиваются на руль. То есть у них хват есть, который как раз защелкивается за тонкий руль и позволяет человечку держаться. Вы, если в обзоре видели, то я там как раз на бездорожье катал 3 девчонок, и только водитель сидел нормально, остальные все валялись, просто потому что им не за что держаться было. Ну, конечно, можно было держаться за стеклоочистители, за дворники, или просто сделать там какие-то поручни внутри. Это касается человечков Лего. Вы знаете, я думаю, что в ближайшее время Лего выпустит какой-нибудь видос, как это было с 42099. Спустя определенное время они выпустили видос, как их этот внедорожник триалил с большой башни вниз по препятствиям, где он еще упал и об асфальт разбился. Вот я думаю, что с этой штукой тоже какой-то видос в ближайшее время Лего должна запилить. Но если не запилит, то я запилю видос, как он ездит по грязи. Это будет обязательно. Наверное, это будет вот на этих колесах. Они как раз Mud Slingers. Кстати, на них, по-моему, была скидка на RC4WD, потому что это старая модель. Если они еще остались у них в стоке, в наличии, их цена была, по-моему, за пару типа $28, что ли. Но это недорого, потому что нормальная цена у них $25 за пару. Ну, вообще у колес RC4WD-шных. Эти стоят за пару 14, а за 4 колеса 28-30, вот так вот.
Ничего не напутал с ценами, надеюсь? Да, пара таких колес стоит $14, насколько я помню. Так, подробно техническая часть в формате стрима. Ну, Макар, подробно техническая часть, вроде бы я сказал в обзоре, причем даже я показал там приложение расширенной реальности. Это было, мне кажется, очень подробно. Подробнее вряд ли я смогу показать, не разбирая модели, не показывая прямо вот на механизмах. Вот интересно, Денис, наверное, будет сравнить, да, с 42099, сравнить именно по части езды в режиме хорошего такого понижения. У меня 99 сейчас как раз стоит с залоченным задним диффом и с максимальным понижением шестеренками. Плюс там большие колеса. Вот надо выбрать трассу какую-то и реально проехать. По скорости, я думаю, они примерно одинаковые будут сейчас, в моем случае. О, Тимур, хороший вопрос про износ планетарных редукторов. Вы знаете, определенно одно точно. Эти редукторы боятся воды, а также они боятся сухой ветреной погоды. Потому что когда по грунту едешь... Извините. Алло. Сынок, у меня стрим сейчас. Давай перезвоню, когда сам смогу. Или напиши мне сообщение. Ладно? Напиши сообщение мне. Почему сухая погода плоха? Тем, что ветер, он задувает мелкие песчинки, которые вы даже не увидите, скорее всего. Задувает их снизу в модель, и рано или поздно они попадут у вас внутрь и начнут перемалывать внутренний пластик. А песчинки песка, они тверже, чем пластик, который используется здесь. С водой ситуация еще хуже. То есть, если вы не катаете модель, да даже если вы катаете модель в какой-то дистиллированной воде, там, очищенной, фильтрованной, все равно вода будет вымывать смазку, которая в маленьком количестве в планетарках присутствует. Поэтому вода, конечно, противопоказана ему, как и улица. Лучший вариант катания на улице — это когда нет ветра и когда погода прямо не совсем сухая, что песок, а более-менее, знаете, как после дождя типа прошло, луж вроде бы нет, но земля такая сырая. И за счет влажности может быть то, что вся пыль прибита к земле. Вот это, мне кажется, идеальный вариант для езды на улице. Хотя, конечно, модель не предназначена для игры на улице, это определенно. Да, зима, снег вариант тоже хорошо. Дешево этот набор пока нигде не купить. Насколько я знаю, пока цены еще не упали настолько, чтобы его брать. Так, давайте посмотрим еще ВКонтакте, какие вопросы вы мне оставляли. Вопрос: во сколько стрим? Оправдана ли цена за набор? Об этом я уже говорил, ребята. Цена оправдана. Вопрос в том, что какие ваши ожидания. Ожидания ваши, скорее всего, будут немножко не оправдаются, потому что для большинства покажется, что набор слишком медленный, слишком ломучий и так далее. И, понятно, слишком дорогой. Unbrick Me. У меня попадал песок в ступицы, когда я катал свой 42099 пару лет назад. У меня после обзора планетарки стали хуже крутиться. Конечно, там такое понижение, что любой мотор, даже самый слабый, он с этим сопротивлением дополнительным справится легко. Но я просто заметил рукой, когда вот вращаешь не со стороны привода, а со стороны крепления колеса, я заметил, что они крутятся тяжелее. Есть такое. Там перемалывается пластик, он хуже скользит уже. Все-таки там, сам понимаешь, там нет никаких шариков, нет там подшипников, поэтому просто за счет скольжения пластика и небольшого количества смазки все держится. Поэтому песок попадет, они вращаться будут хуже. И со временем это будет все хуже и хуже. Сами эти ступицы, они, насколько я знаю, неразборные. Но если их разобрать все-таки удастся аккуратно, то потом придется, наверное, их клеить. Наверное, есть вариант еще замазать их густо-нагусто смазкой, типа там литола или что-то подобного. Но надо иметь в виду, что этот литол, он соберет на себя всю пыль. То есть потом эту смазку придется убирать и намазывать заново. В какой-то степени, да, это защитит ваш планетарки от попадания внутрь песка. Но имейте в виду, что надо будет в этом случае планетарку мазать не только вот здесь вот. Так, где вы там? Сейчас.
Мазать придется смазка не только вот здесь вот, потому что здесь, видишь, люфт есть щель. Но и придется, боюсь, что смазать с обратной стороны, где у нас входит привод. Там тоже нужно густо мазать. Я так не делал никогда, но вариант такой, в принципе, думаю, допустим. На свой страх и риск, как говорится. Так, ну где у нас еще вопросы могли остаться? По-моему, вопросов больше нет нигде. Ну, наверное, в самом обзоре еще могут быть вопросы. Сейчас посмотрим сам обзор. Может быть, там остались какие-то комментарии ваши. Так. Ребят, сейчас буквально последнее место я посмотрю вопросы. Я перейду к чату. Мы пробежимся по вопросам чата. Сколько килограммов он может тащить? Хороший вопрос. Я думаю, что он очень хорошо может тащить. Только не на себе вопрос, а в прицепе позади себя. Так. Так, угол разворота. На Евробрикс писали, что Акерман тут только мешает. И убрав его, можно получить лишние 5-10 градусов поворота. Так, ну, не могу сказать, если это правда, то значит это так. Стопорится ли тут хаб при высокой нагрузке? У меня хаб здесь стопорился. Хаб у меня стопорился, да. Так. Давайте посмотрим по чату, что у нас. Я, наверное, пойду снизу вверх. Ну, по поводу максимального веса, который он может тащить, я, честно говоря, не проверял и, наверное, это делать не буду. Потому что если положить сверху, скорее он сломается, прогнется рамой. Если делать прицеп, то нужно очень хорошо как-то зацеплять. То есть, я не знаю, даже сцепное устройство делать очень прочное, чтобы тянуть. Потому что тянуть он реально может много, мне кажется. Препятствия для него я делал, и они у меня в первом видео были. Марк Мастер, как ты считаешь, покупать его или не надо? Наверное, не надо. Сам определись. Модель понравилась, достойная. Ну, мне тоже так кажется, модель хорошая. Лучше, чем прошлогодний Volvo. Какой мой любимый набор Control Plus? Наверное, по цене мне больше всего нравятся баги. Прямо баги топ за свои деньги, и подвеска, и электрика. И минимум деталей, что благоприятно влияет на цену. Анбрик, мне у нас баги стоят 4500 рублей. Я не знаю, если у тебя еще в памяти, я не знаю, вообще жил ты в России или нет, но у нас это недорого. Потому что у нас, может быть, и наборы для нас дорогие, но у нас очень хорошие скидки всегда в России. Почти сразу 40% дают. Так, проблема с креплением задних амортизаторов. Мне нужен амортизатор какой-нибудь. Вот смотрите, как у меня закреплены задние амортизаторы. Он закреплен с одной стороны, с этой стороны, а в верхней точке он закреплен с другой стороны. Сейчас даже сниму лучше, наверное. То есть амортизатор работает хорошо, когда он закреплен либо вот так вот, либо он закреплен вот здесь с этой стороны и здесь с этой стороны. Вот так вот. Так он тоже работает. Даже, наверное, лучше взять пины сейчас. На пинах это будет лучше. Если аморт крепится вот так вот, то он изгибается. Видно? Он гнется. Если он крепится вот так вот, то он не изгибается, он работает ровно.
Также есть варианты, когда крепится с одного конца с одной стороны, а с другого конца с двух сторон обжимается. В этом случае тоже есть небольшое заламывание амортизатора, но уже меньше, чем в случае, когда мы крепим просто вот так вот. Так вот, в случае с Зетросом у нас спереди закреплено внизу с одной стороны, сверху с двух сторон. Тут, к сожалению, не видно. Вот. А сзади у нас снизу закреплено с двух сторон, а сверху у нас закреплено было на коннекторе, который при этом крутился. То есть, грубо говоря, у нас вот эта верхняя точка, она крепилась вот так вот в балку, в коннектор, а при этом эта балка, она еще вот так вот легко могла вращаться. То есть, когда мы сжимаем, у нас балка верхняя проворачивалась, и тем самым амортизатор заламывался вот так вот, очень сильно. Здесь у меня уже этот вопрос исправлен. Я закрепил и в этот коннектор, в который изначально была закреплена верхняя часть амортизатора, и вот в этот коннектор. Этого коннектора здесь не было, я его поставил. То есть теперь у нас амортизатор, вот, он у нас в принципе как бы вот так вот не гуляет. Это сейчас то, что я показываю, это люфт. Здесь у нас он на чашке намертво сидит. То есть если я вдавливаю, у нас ничего здесь не выпучивается. Вот. Это, мне кажется, такой косячок. Я не знаю, почему так сделали. Может, посчитали, что там мост как-то ходит чересчур сильно, продольно. Не знаю. Не хочу гадать, но так работает однозначно лучше. Если у тебя есть Defender и ты хочешь триалить, то я бы на твоем месте купил 42099, он дешевле. Он дешевле. Но если у тебя вопрос финансовый не первичный, тогда можешь купить этот набор. Да. Так. Станислав Сапот. РЦ на ДВС за 10 тысяч для улицы. Наверное, это пластмассовая будет РЦ без прочных железных деталей. Ну и движок, наверное, тоже какой-нибудь типа одноразовый. Я не разбираюсь, но я просто понимаю, что за 10 тысяч нормальный РЦ на ДВС не может быть. Потому что РЦ на ДВС должно быть железное. Железо за 10 тысяч не купить. Так, у нас есть ли музон вообще, я даже не знаю. Ребята, как движется стрим? Обратная связь хочу от вас слышать. Парни, обратная связь мне нужна от вас по стриму. Так. Иду по вашим вопросам, ищу, что еще мы не посмотрели. Ну, ладно, пока мы ищем вопросы, я включу музычку, ребятки. А то прям куда-то пропала она. Так. Ребята, повторите вопросы, которые я мог вверху пропустить, потому что чат реально уплыл сильно вверх.
Какие вопросы еще вы хотели бы, чтобы я раскрыл? Пока могу забрать обратно мост. Смотрите, модель полежала, уже все зеркала, вон шноркели, все отвалилось. Сейчас я соберу мост и поставлю сюда колеса от 42099. Ребята, Ford Raptor это набор, который мы на этом стриме не обсуждаем пока. Я про него рассказал в коротком видео, 1 минута. Про Caterpillar я ничего тоже не знаю. И даже если бы я знал, я бы не сказал. Кулибин, вот ты говоришь, что ты строишь трофейку, и у тебя рассыпается задний кардан. Вот тут как раз проблема в том, что у тебя на кардане высокий крутящий момент. Если у тебя будет стоять портальный редуктор на колесах, на мостах, или вот такой планетарный, то тебе можно будет, ну, грубо говоря, в 5 раз понизить крутящий момент на кардане. То есть, понимаешь, да, он у тебя вращаться будет в 5 раз быстрее, но сила вращения, крутящий момент будет ниже, и ты не сломаешь кардан, у тебя скорее застопорится трансмиссия где-нибудь, чем сломается кардан. Поэтому ставишь вот эти вот ступицы, и у тебя никаких проблем не будет. Тут, конечно, еще влияет, какие колеса размером ты берешь. Если у тебя сыпется кардан, можно попробовать колеса меньшего размера поставить. Если есть, конечно, куда уменьшать. Обзорный эвакуатор мы пока только планируем, я его еще не собирал даже. Я буду собирать его на этой неделе, как у меня время появится. Вот. И, кстати говоря, кто читал подробно мои комментарии, я писал, что у меня появился помощник по монтажу, по съемке. Для того, чтобы немножко ускорить процесс съемки и монтажа. И я надеюсь, что у меня будет выходить видосы почаще. Ну и, соответственно, помощник у меня не бесплатный, я ему буду платить за это вознаграждение. Поэтому те донаты, которые сегодня уже были, я благодарю за них. Они пойдут на развитие, это определенно, точно. Потому что доход, который сейчас с канала идет, эта мизерная пенсия, она не покроет оплаты труда моего помощника. Что теперь делать со старым бувизом? Второй версии? Да ничего. Также можно играть им. Донатить? Ну вот, например, здесь есть снизу платное сообщение с долларом. Внизу под строкой сообщения есть значок доллара. Этот внедорожник из всех Лего триальных наборов, он самый проходимый. Это да. Давайте я собираю мост. Обратно. Вот эта штука, знаете для чего? Вот эта штука, она вот с этой стороны ставится и поджимает вот эти вот рычаги, чтобы они не выскользнули из отверстий. Сейчас покажу. И, кстати, вот при сборке такая штука еще была. Я о ней в обзоре не сказал, забыл. Смотрите. Зеленая палочка вставляется вот сюда вот. Знаете для чего? Для того, чтобы вот этот вот шаровый пин плотнее сидел в отверстии. Вот так вот. То есть, чтобы он сложнее отсюда выскакивал. Потому что рычаг, который крепится здесь, он может этот пин выдернуть.
Так, я начинаю ставить амортизаторы. Что по лифту, ребята? Может лифт сейчас прямо сделать, а? Нет. Надо будет это... Спокойно это сделать, ребята. Я попозже лифтом займусь и покажу вам, что получилось. Обязательно. О, спасибо, Станислав, за донат. Спасибо. Кстати, можно еще какие-то стикеры делать. О, Петр, спасибо большое. Кстати, не знаю, насколько это воспримете. У нас в сообществе есть парень. Как его зовут, сейчас скажу. Сейчас скажу. Как вы относитесь к благотворительности? У нас в сообществе есть, я не знаю, сейчас он есть или нет, легонавт, парень зовут Виталий Волков. Я как-то покупал у него лего. Года 3 назад он продавал свое лего, или 4 года назад. Я покупал у него лего, ну потому что, видимо, он этим лего перестал заниматься. Так вот, сейчас у него есть как бы реальная финансовая нужда. Подробности можно посмотреть у него на странице. Я хочу просто сделать репост себе на страничку, и если кто-то посчитает нужным, можно помочь. Но у него вопрос здоровья, и ему как бы реально нужны деньги. На ваше усмотрение, просто вот даже не хочу настаивать. Сейчас я кину ссылку здесь. Я как бы на самом деле против всех этих постоянных репостов, нужд, но это просто этот человек, я его как бы лично знаю, и я даже те деньги, которые вы сегодня перевели, наверное, ему тоже переведу сегодня. Вот, откинул ссылку. Кто посчитает нужным, пожалуйста. Кто нет, право ваше. Так, тем временем я закрепляю. Спасибо за донаты, парни. Меня на самом деле давно просили про донаты, но я этим не занимался, потому что я не считал, что мой контент по стримам хорошо упорядочен, скажем так. Стримы пока у меня такие, в хаотичном формате, и когда нет плана, сложно придерживаться строго тематики и так далее. Ну, опять же, может быть, с учетом того, что ко мне пришел помощник, со временем мы сможем наладить ход стримов так, чтобы они проходили более продуктивно, с планом, с качественным переключением и так далее. Так, я мост зацепил, вроде бы да. Ставим крышку. Так, хотели, сейчас покажу вам колеса. Спасибо, Джестер. Спасибо. Разверни рычаг, который держится на верхнем пине. Из-за лего люфтов все нормально должно быть. Если люфтов не хватит, ты просто воткни систем. Не совсем понял, какой рычаг ты имеешь в виду. Помощника зовут Артем. Я могу показать вам помощника. Артем не хочет, Артем скромный. Но он обещал очень быстро помогать мне монтировать видосы, поэтому я думаю, что все получится у нас. Так.
На заднем мосту, который верхний рычаг. Развернуть. Я все равно плохо понял. Хой, нью, сори. Смотрите, вот колеса поставлены здесь. Даже если мы убираем лестницу, у нас тут колесо задевает за раму в том месте. Прямо сразу же задевает, даже не нужно сжатие делать подвески. В таком виде тоже задевает. То есть, если мы ставим сюда колеса, вы знаете, от этого, от 93-98 округлые, они меньшего размера, и у них боковины скруглены очень сильно. Поэтому, когда поворачиваются колеса, вот эти закругления, они как раз огибают раму в этом месте и не задевают. Что касается задней оси, то вот здесь оно сжимается, но в верхней точке задевает чуток совсем. Не критично, но в передней части все плохо. Так. Тег 6 конкурс ЛТР начнется. Да, я запущу его на этой неделе. У меня просто не хватает рук. Станислав, Фера или Porsche с нового сегмента в 6К? Я бы взял на самом деле Porsche, если тачки нравятся, потому что Феру еще успеешь взять. А Porsche, кстати, сейчас, по-моему, на Алиэкспрессе тоже стоит около 6000, плюс-минус там дисконт от этого, от промокода. Рихтер спрашивает, Рихтер, как думаешь, можно ли сделать хороший трехосный грузовик из этого набора и недавно вышедшего желтого внедорожника? Желтый внедорожник это какой? Jeep Wrangler? Слушай, ну там деталей почти нет в Jeep Wrangler, я даже не знаю там из чего собирать. Ну, не знаю. Не думаю, что Jeep Wrangler чем-то сильно поможет здесь. Потому что планетарки для тех колес, они не нужны. Там такие маленькие колеса, что планетарки туда, в принципе, даже не налезут. Мне кажется, любой набор большой сюда подойдет, как дополнение. Но оптимальнее будет взять 42099. Анварский, буду ли снимать ролики в 4К? Возможно, но там просто нет возможности снимать 60К. У меня камеры снимают только 25-30 в 4К. Ну и плюс, мне кажется, не смотрят 4К. Очень редко, наверное, только на телевизорах домашних, потому что на телефоне в этом нет нужды, на компьютере, ноутбуке тоже в этом нет нужды. Не знаю, кому 4К нужно. Да, лифт подвески решит многие проблемы, это самое первое, что нужно сделать. Так, давайте что еще, ребята? Вопросы. Я пока могу дальше что-нибудь сделать. Да, по поводу Гелендвагена еще раз, смотрите. Вот кабина сама по себе уже похожа на гелик тем, что у нее вот эта часть скошена. То есть передняя линия морды, она по краям немножко закругляется. Вот смотрите, если я ставлю сюда вот так вот фару, у нас уже чем-то морда на гелик похожа, да? Я не знаю чем. Ну, понятно, значком Mercedes, но и в принципе форма. Можно попробовать маленькие фары поставить, но мне кажется, вот они маловаты будут здесь. Я потом у себя в группе, точнее на своей странице ВК скину то, что Милан Рэндалл уже начинает делать. Он как раз пытается сделать гелик сейчас вот с такими фарами. И что получится, конечно, интересно. Но я думаю, что он перейдет на крупные рано или поздно, потому что они здесь лучше подходят. Хотел ли я бы, чтобы он был 6х6? Я думаю, что если бы он был 6х6, то у него бы не было функции блокировок. Потому что блокировка обоих задних мостов, это было бы реально челлендж. Блокировка среднего моста без проблем, понижайка без проблем, а вот блокировка задних мостов обоих, это было бы реально сложно. Может быть, это одна из причин, почему ушли от 6-колесной версии к 4-колесной. Что лучше купить, Defender или красный кран? Или 42055? Ну, 42055 вообще набор мне не понравился, я не знаю. Какой-то большой конвейер, который вы соберете, поставите, посмотрите и потом на полку уберете. На детали его пускать тоже как-то не очень. Вот Defender, он хорош на полку. На детали он, наверное, отчасти хорош, потому что там все эти зеленые детали, они реально как бы сложно применимы. Ну, чтобы в цвет все было, да?
Что касается 42050, 42 кран красный, он реально хороший набор как на полку, так и на запчасти, как ресурсник всего-всего-всего. Сорок два ноль сорок три легендарный. 28 новичок, пока даже не о чем говорить. Притом 42-128 очень быстро забудут. Все наборы августа, которые были вторыми, не первыми, они очень быстро забываются, потому что их продают мало, всего год. Год продают, и все. Притом таких вторых наборов реально крутых было очень много. Начиная с экскаватора 42054, ну, то, что я помню сейчас. 42054, потом синий кран, такой гусеничный, который ездил вперед-назад только, с моторчиком. Тоже классный набор был, ну, необычный. 42069 был крутой набор, гусеничный внедорожник экстремальный. АвтоВОЗ, вот все эти наборы почему-то выходят, я не знаю почему. Они дорогие, да, потому что это большой набор, как правило, 1000 деталей, вот второй, не флагманский. При этом на разработку таких наборов уходит реально времени больше, потому что они большие, больше, чем на маленькие. Но и при этом они всего год продаются. Я не знаю, какая логика Лего здесь вообще, реально не понимаю. Да, Дукати очень крутой набор за небольшие деньги, но на полке он топовый, технически топовый. Прямо вот, его даже на полке не жалко держать. Ну, согласитесь, держать на полке 2500 или десятку, вещи разные. 2500 по эффекту, как набор за пятнашку на самом деле. Он по эффектности не хуже, чем ламба. У меня есть ламба, не Сиан, а Сентенарио. Обзор, не знаю, когда будет, если мы сейчас сможем быстрее видосы выпускать, то будет. Следующее видео, которое я хочу выпустить, это видео с доработкой Зетроса и, возможно, экспресс-обзор на Toyota Supra Speed Champions. По поводу АвтоВОЗа буду не спеша собирать. Кто торопится, наверняка уже посмотрел обзор от Кирилла, а я торопиться пока не буду. Полторы тысячи на Алишке, это сейчас с промокодом Дукати, что ли? Реально? Так. Балки с чередующимися отверстиями. Слушай, гнет, не гнет, не знаю, надо попробовать. Сейчас, секунду, принесу, посмотрим. А где же у меня эти балки? Вот смотрите, спросили про балки. Гнет, не гнет. Вот эта балка, вот на такой изгиб она мягкая достаточно. А вот так гнется меньше. По этой балке. Но она в целом как будто помягче. Но вот в этой плоскости она гнется хуже. Меньше, чем вот в этой. То есть она, не скажу, что прямо сильно хуже, но и не лучше, естественно. Смотрите, чем скучен АвтоВОЗ. АвтоВОЗ скучен тем, что там дорабатывать
фактически нечего. То есть ты его купил, собрал, удовлетворился, дальше либо на полку, либо полностью разбираешь. Ну, конечно, можно сделать из него просто какой-то тягач, грузовик новый, да, без задней надстройки. Но вот эта штука, конечно, интереснее. Да, в принципе, любой даушный набор сложный, он интереснее с точки зрения доработки. Я не говорю про баги. Баги там, конечно, тоже делать нечего. И раллийка, кстати, тоже. А вот реальные внедорожники, они вот тем и интересны, что там есть всегда что сделать с ними. Макларен тоже за копейки, да? Ну, он прикольный, да, согласен. Макларен тоже прикольный. Лучший ресурсник маленький гусениц это экскаватор. 21. Он сейчас, по-моему, стоит тоже 1,5, наверное, с промокодами. Новинки октября, они держатся 3 года, насколько я понял. Ну вот, по крайней мере, Land Rover Defender, 2 год пошел, он еще, по-моему, не снимается с продаж. А Липхера его снимают с продаж в этом году. Все потому, что, наверное, Land Rover Defender, он, в принципе, актуален. Очень много афолов и просто взрослых фанатов, которых можно привлечь этой моделью. Так, вообще все где сидят? Кто дома, кто на работе? Сколько нас тут? Так. Нас 100 человек. Ну вот, экскаватор 1300. Вообще, короче, Алиэкспресс убил продажи всех онлайн-магазинов, мне кажется. Ну, понятно, что они работают там около нуля, наверное. Defender собирают даже далекие от Лего. Очень модный набор. Да, его собирал даже, по-моему, Дэвид Бекхэм, насколько помню, на карантине. Ну, вообще, говорят, у Бекхэма очень много Лего. Комната с Лего есть. Не видел. Согласен, Липхер унылая квадратная штука. Именно это я скажу в обзоре, который я все-таки когда-нибудь сделаю. Потому что, ну, играть им реально неинтересно. Без сложного вот этого планшета, телефона, приложения вообще ничего там не сделаешь. Притом реально копать им неинтересно. Ну, медленный, потому что, да. Механизмов там каких-то сложных, умных нету. Там, наверное, самое сложное это гусеницы, где много-много-много шестеренок понижающих, редукторы. Все. Вот мне кажется, его лучшее применение это купить его на Авито рублей за 10. Пусть он будет пыльный, с чего-то шифонера. Купить его тысяч за 10 и пустить его на ресурсы просто белых панелей и куча-куча моторов. Вот его удел. Это как, знаете, купить там какую-нибудь удачную тачку во вторые руки, да, после первого покупателя. Я не знаю, там, она подешевеет с салона, типа там, а ты ее покупаешь как без пробега стояла в гараже, но с дисконтом 50%. Не знаю, какие машины такие есть, но, наверное, есть. Короче, лучшие времена для Липхера наступают сейчас, когда он у всех застоялся на полках, и его пытаются сейчас продать. Стрим, наверное, уже сейчас будем заканчивать, потому что мы уже сколько? 2 часа, наверное, да, почти 2 часа. Скинуть с окна и снять видос, да. Хорошее применение. Но я боюсь, что мне нужно будет отчитаться за него все равно. Ромка Еншин, тебе привет. Начинающий моделист. Ромка, привет. Так, парни, я вижу, что все утомились уже. Заканчиваем. Вопросов больше нету хороших, неотвеченных. Ну, давайте. Ну, видимо, да, надо заканчивать. Кстати, я потерял носик огнетушителя 1. Где-то на газоне, когда снимал видос, где-то я его там потерял.
Вот нижняя часть машины. Не знаю, если интересно кому-нибудь посмотреть, что здесь есть. Да, на обычные ступицы тоже поставлю. Наверное, даже на обычные ступицы стоит поставить его до перехода на лифт. Вот. Потому что потом с лифтом уже сложнее будет что-то менять. Я говорил как-то в обзоре, что вот эти моторы, их легко можно сдвинуть подальше сюда, вот к переднему мосту. И тем самым мы можем... О, Станислав, накидок экскаватора с окна. Нет, я не смогу это сделать. Спасибо, конечно. Это, конечно, лишку. Я не смогу это сделать, поэтому я тебе эту штуку могу обратно вернуть. Без обид, прямо не обижусь. Вот, честно. Хотя, с другой стороны, можно купить его где-нибудь, наверное, на Авито. И кинуть с окна. Станислав, я не знаю, как поступить с этим вопросом. Пока не готов я его кидать. Я не снял обзор. Поэтому напиши мне в личку, я тебе верну эту штуку обратно. Так, давайте. Ну, кстати, можно какой-нибудь Геленваген, наверное, кинуть с окна. Как у нас блогеры делали, да? Почему дизайнеры так любят квадратную рамку лобового стекла? Наверное, потому что она держит крышу. Так, ну что, собираю обратно. Вон, смотрите, все зеркала почти отвалились. Отвалилось даже вот из салона, из-под капотки отвалился этот радиатор. Это я вообще не помню откуда, честно. Не помню. А, это этот вот. Выхлоп. Фары от Лады Классики какой-то. Зеркала вот эти детализированные, это, конечно, хорошо. Особенно хорошо они на Араксе были. Но здесь это прямо беда. Каждое падение на бок и все, и эта штука падает, отваливается. Вот самые лучшие колеса. Самые лучшие. Вот опять отвалилось тут что-то. Кстати, могу вам показать, раз уж у нас такой стрим пошел, почти 2 часа, могу показать, почему я еще не выпустил обзор на эту штуку. Я хочу сделать версию Safari. Да, Chiron у меня есть. Я хочу сделать версию Safari, но у меня пока не получилось тут доделать с подвеской. Макар, фигурки называется Бельвиль серия, на Бриклинке посмотреть можно. Их много на самом деле, но не в России. И они стоят обычно дешевле, чем техник фигурки. Как вам клиренс? Похоже, Porsche никому не интересен. Вот сзади лифт получился без проблем, очень легко. Потому что здесь задний мост съемный. А вот с передним мостом здесь как бы сложно, очень сложно делать арки под эти колеса.
Колеса RC4WD, примерно 61 миллиметр. Очень мягкий, он на полке стоит, даже проваливается. Лучший ресурсник больших гусениц сегодня, это, наверное, 42095, он, по-моему, еще в продаже есть. Правда, он с моторчиками будет, дороговат, наверное. Ну, там 3500 стоит он, по-моему. Порше собирали все, кому не лень, но не собирали Порше на лифте. Макар, смотри фигурки, в общем, тема Бельвиль называется. Бельвиль. Ладно, парни, я думаю, что пора заканчивать. Мы лучше потом еще раз себе сделаем стрим, когда я его доработаю. Все, спасибо за то, что вы были здесь, за донаты. Пока-пока. И не забудьте, кто обзор не смотрел, под видео будет ссылка на обзор полноценный. Вот. Друзьям расскажите, лайки поставьте. Все, всем пока, всем спасибо. Удачи в строительстве.